Вот такой обалденно вкусный яблочный перевернутый пирог я сегодня приготовил по новому рецепту. А если вы желаете узнать, как я это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Сегодня займемся выпечкой. А именно совсем недавно я смотрел на YouTube одного блогера, который работает на корабле, и он сделал простой яблочный пирог. И я посмотрел, думаю, да, все рецепты, как шалотки, уже надоедают, их очень много, а это было совсем что-то новое для меня. Я решил это сделать и с вами поделиться методом приготовления этого яблочного пирога. Яблочный пирог, когда остынет, можно подавать со сбитыми сливками. А чтобы время терять, покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину сделать такой же пирог, что я сегодня сделал. Почему бы и нет? Итак, здесь я взял 8 средних яблок, очистил, вымыл, и теперь мы поставим это жариться. Здесь я взял сковородку. Сюда отправляем мы масло. Делаю все это на глаз. Но я думаю, что здесь, наверное, грамм 50 или 75 будет масла. Включаю газ. Сейчас масло растопится у нас. И мы отправим сюда наши яблоки. Так, сюда теперь отправляем наши яблоки. И яблоки нам надо пережарить или протушить. Сюда добавляем сахар. Добавляю на глаз все это. И яблоки любят корицу. Сразу мы свою корицу добавим. Накроем, и пускай жарится, тушится, и время от времени помешиваем. А я тем временем приготовлю все, что нам понадобится для теста. Итак, яблоки наши прожарились, протушились. Посмотрите, какая прелесть. Жидкости практически здесь не осталось. И на этом яблоки у нас готовы. Теперь я выключаю газ. И пускай немножко остынет, и посмотрим, если там еще жидкость есть, то мы пропустим это через сито. Теперь пускай это остывает, а мы займемся тестом. Также я уже приготовил форму, поставил бумагу пекарную, а также немножко пропыскал пекарным маслом, чтобы ничего не приставало. Теперь я возьму 5 яиц и вобьем в эту миску. В то же время у меня уже духовка включена на 180 градусов, нагревается духовка. Так, сюда теперь мы отправляем щепотку соли для баланса. Так. Отправляю 150 грамм сахара. И отправляем сюда ванилин по вкусу. И теперь все это надо взбить до густой пены. Начинаем с маленьких оборотов, обороты увеличиваем. Итак, яйца у нас взбились. Смотрите, какая пышная воздушная пена получилась. Сейчас это немножко уберем все здесь. Теперь беру силиконовую ложку такую, и постепенно сюда мы отправляем муку.
Сюда муку я добавил там 150 грамм муки и также там 1 чайная ложка разрыхлителя. Сейчас мы это постепенно так перемешаем, мешаем в одну сторону, чтобы яйца воздух не потеряли, чтобы воздух меньше уходило. Главное, чтобы у нас мука как следует здесь перемешалась. И так постепенно мы добавляем сейчас муку сюда. В 3 приема. Еще раз повторяюсь, у меня духовка уже нагревается до 180 градусов. И у меня уже форма приготовлена, куда все это мы отправим. Так. И последнюю муку сейчас отправляем сюда. Размешиваем аккуратненько, чтобы вся мука перемешалась с яйцами. Это практически как мы делаем бисквит для торта. Потому что мне этот рецепт этого пирога яблочного так заинтересовал. Думаю, так, это же сравнительно легко делается. Так я попробую тоже это сделать. Так, я посмотрел, у меня духовка уже нагрелась до 180 градусов. Но мы сейчас как следует все это перемешаем. Кажется, что муку мы хорошо перемешали. Теперь эти яблоки я пропущу быстренько через дуршлаг, чтобы лишняя влага ушла отсюда. Берем форму и яблоки переносим сюда. Здесь чуть-чуть, только на пол чайной ложки влаги там оставалось. И сейчас как следует мы так распределим равномерно, чтобы равномерно все распределилось у нас. Так. И теперь наше тесто мы перенесем вот сюда на яблоки. Вот так. И теперь мы это отправляем в духовку 180 градусов, примерно на полчаса. Смотрите сами по своей духовке и проверяйте спашки до готовности. 180 градусов, примерно полчаса. Итак, наш яблочный пирог я буду подавать в холодном виде со сбитыми сливками. Здесь у меня жирные сливки. Так. Добавляю сахар по вкусу. И взбиваю. Как собьется, сразу мы отправим в холодильник. И пускай стоит в холодильнике, перед тем, как мы будем подавать пирог на стол, мы порционно положим на каждую тарелочку кусочек пирога со сбитыми сливками. Так что теперь встретимся, как у нас пирог выйдет из духовки. Итак, мой пирог только что вышел из духовки, еще очень все горячо. Я его выпекал при 180 градусах полчаса. Теперь мне торопиться некуда, сливки мы сделали сбитые, мы оставим это, пускай остывает, и потом, как остынет, мы вытащим с формы и перевернем на тарелку, так, чтобы яблоки были сверху. Ну, вот такой яблочный пирог перевернутый у меня получился обалденно вкусный, а в то же время выглядит аппетитно. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить в качестве яблочного пирога, потому что иногда шарлотка надоедает одно и то же, а это что-то другое. И, честно говоря, я результатом очень-очень довольна, выглядит аппетитно и в то же время получилось обалденно вкусно. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам даст какую-то идею сделать то же самое или что наподобие такого, почему бы и нет. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться, желать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.